умер от рака. Квартиру оставил женщине, которую знал несколько месяцев. Просто хозяйке кулинарии, которая налила ему борщ. Вот как это было. Лена открыла кулинарию 7 лет назад. Не из любви к кулинарному делу, из необходимости. После того, как закрылся завод, где она работала технологом, надо было что-то делать. Была небольшая сумма, отложенная на черный день. День наступил. Она сняла помещение на 1-м этаже старого дома, бывший продуктовый. Низкие потолки, узкие окна. Поставила 3 стола, холодильник, плиту. Повесила над входом деревянную вывеску без украшений. «Домашняя кухня». Никакого пафоса. Котлеты, супы, выпечка. Еда, которую люди едят дома, когда есть время готовить. У большинства времени нет. Район был рабочий. Старые дома, узкие улицы, брусчатка. Люди здесь жили тихо и без лишних разговоров. Постоянные клиенты появились быстро. Лена знала каждого. Помнила, кто не ест лук, кто на диете, у кого недавно умерла мать. Это было непрофессиональное, просто она так устроена. Марта с аптеки каждый день в обед, суп и второе, всегда торопится. Пан Войтек, пенсионер, приходит по пятницам за пирогом с капустой, платит точно, до цента, и каждый раз говорит «благодарю» так, словно это важно. Молодая пара с угловой квартиры берут еду на 2, недавно родили, теперь берут на 3, хотя 3-й еще не ест. Она знала всех. Его она не знала. Он появился в октябре. Вошел без «добрый день», встал у витрины и долго смотрел, не выбирал, просто смотрел, будто проверял что-то. Лет 60, может, чуть меньше. Дорогое пальто, хорошие ботинки. Лицо жесткое с глубокими складками у рта. Не от возраста, а от привычки держать это лицо именно так. «Что у вас есть горячего?» — спросил он. «Не здравствуйте, не простите. Просто, что есть?» «Борщ, гуляш с картофелем, куриный суп». «Борщ». Пауза. «Надеюсь, нормальный?» Лена посмотрела на него. «Узнаете, когда попробуете?» Он чуть прищурился. Непонятно было, обиделся или оценил. Сел за крайний стол, положил пальто на соседний стул, достал телефон. Борщ она принесла. Он попробовал, ничего не сказал. Но пришел на следующий день. Его звали Клаус. Лена узнала это не сразу, он не представлялся. Просто однажды оплачивал картой, и она мельком увидела имя. Клаус Бергер. Он приходил каждый день, всегда в одно время около 2, когда основной поток спадал. Садился за один и тот же стол. Заказывал молча, показывая на витрину. Ел быстро, смотрел в телефон. Уходил без спасибо. Лена не обижалась. Встречала таких, люди разные. Но кое-что ее беспокоило. Ни грубость, ни молчание, что-то другое. Клаус приходил каждый день, но каждый раз выглядел немного хуже. Не резко, постепенно. Похудел, иногда ел медленно и без аппетита, как по обязанности. Один раз Лена заметила, что он сидит и просто смотрит в тарелку, долго, несколько минут, пока не поймал ее взгляд и не взял ложку. Руки у него иногда дрожали. Не сильно, но она видела. В конце октября Клаус пришел и сел. Лена подошла с блокнотом. «Как обычно?» «Нет», — он помолчал. «Просто чай». Лена принесла чай. Клаус обхватил кружку обеими руками. Сидел и смотрел в окно. На улице шел дождь, брусчатка блестела. «Вы плохо себя чувствуете?» — спросила Лена. Он посмотрел на нее. В его взгляде было что-то, что Лена не сразу поняла. Не раздражение, что-то похожее на усталость от самого вопроса. «Это к делу не относится», — сказал он. «А из чего?» Лена не ответила. Клаус допил чай, заплатил, ушел. Но что-то в этом коротком разговоре осталось, как заноза. В ноябре Клаус не приходил почти неделю. Лена заметила. Она подумала, может, уехал, может, просто нашел другое место. На 5-й день он появился. Похудел еще. Двигался медленнее, чем раньше. Сел, не снимая пальто. «Борщ», — сказал. И добавил, впервые за все время. «Пожалуйста». Лена принесла. Клаус ел медленно, смотрел в стол. Когда Лена убирала тарелку, он сказал, не поднимая головы.
«У вас есть время поговорить?» Лена посмотрела на зал. 3 стола, все пустые. «Есть». Клаус поднял взгляд. «Тогда сядьте». Клаус говорил коротко, без предисловий, без жалости к себе, так, как, наверное, привык говорить всю жизнь, только суть без лишнего. Рак легких. Обнаружили год назад. Лечились. Хирургия, потом химия. 3 месяца назад анализы показали, что опухоль ответила не так, как ждали. Метастазы. «Сколько?» — спросила Лена тихо. Врач говорит 2 месяца, может 3. Клаус смотрел в стол, пока говорил это. Не на нее. «Я не рассказываю это для сочувствия», — добавил он. «Просто вы спрашивали. Вот ответ». Лена молчала. «Вы живете здесь, в районе?» — спросила она наконец. «Да. Улица Рибницкая, дом 6. Квартира на 4-м». «Один?» «Один». Лена хотела спросить о семье, не спросила. Поняла, что если бы семья была, Клаус бы не сидел здесь и не говорил об этом ей, чужой женщине в кулинарии. Он, видимо, понял ее молчание правильно, потому что сказал сам. «У меня была жена. Развелись 15 лет назад. Дети, дочь, взрослая, живет в другой стране. У нее своя жизнь. Мы не близки». Пауза. «Родителей нет давно. Брат умер 3 года назад». «Друзья?» Клаус чуть усмехнулся. Невесело. «Деловые партнеры. Это разные вещи». Клаус Бергер всю жизнь занимался строительством. Не как наемный работник, как собственник. Начал в 32, когда взял первый кредит под небольшой проект. Проект выстрелил. Потом другой, третий. К 50 у него была компания с офисами в 3 городах, несколько завершенных крупных объектов и репутация человека, с которым тяжело работать, но которому можно доверять результат. Клаус был жестким. Это Лена поняла не из его слов, из того, как он говорил о других людях. Без злобы, но без сентиментальности. Люди в его рассказах делились на тех, кто работает, и тех, кто имитирует. На тех, кто держит слово, и тех, кто не держит. «Вы кого-нибудь любили?» — спросила Лена однажды, неожиданно для себя самой. Он посмотрел на нее долго, оценивающе. «Любил», — сказал наконец. «Элла, жена. Вначале да, потом я слишком много работал. Она слишком долго ждала. В какой-то момент стало поздно. Вы жалеете?» «О том, что мало времени уделял, да. О том, что развелись, нет. Это было честнее, чем продолжать». Клаус говорил об этом ровно, как о деловом решении. Но Лена видела, это стоило ему больше, чем он показывал. «Дочь вас не навещает?» «Я не просил». «Она знает о диагнозе?» «Нет». Лена положила руки на стол. «Клаус, это неправильно. Это мое дело. Это ее дело тоже. Она живет в Канаде. У нее 2 детей, муж, работа. Зачем мне ломать ей жизнь?» «Вы не ломаете ей жизнь. Вы лишаете ее выбора». Клаус смотрел на нее. В глазах что-то было не злость, что-то, что она не могла назвать точно. «Вы смелые», — сказал он. «Я просто говорю то, что думаю. В моей жизни мало кто это делал». «Знаю», — сказала Лена. «Видно». Клаус стал приходить чаще. Не каждый день. Иногда через день, иногда реже, когда совсем плохо. Они разговаривали. Иногда долго, иногда он сидел и молчал. И Лена молчала рядом, и это тоже было нормально. Клаус постепенно менялся. Не резко, не театрально, по-настоящему. Как меняются люди, когда времени на притворство уже не осталось. Перестал говорить короткими командами, стал иногда благодарить, не через силу, по-настоящему. Однажды помог Лене занести с улицы тяжелый ящик с картошкой. Она не просила. Клаус просто увидел и встал. «Вам не нужно», — сказала она. «Знаю», — ответил он. «Хочу». Лена поняла, что для него это важно — быть полезным, пока еще может. Не мешало. В декабре Клаус пришел и сел не за свой стол, за тот, что у стойки, ближе к ней. «Я хочу вас попросить об одном деле», — сказал он. «Вы можете отказать. Говорите. У меня есть квартира, хорошая, 3 комнаты, вид на парк. Я купил ее 10 лет назад, думал, дочь приедет, внуки, место будет». Клаус помолчал.
не приехала. Лена молчала. «Я хочу оставить ее вам после». «Клаус, выслушайте сначала». Клаус поднял руку, коротко, как привык останавливать людей на совещаниях. «У меня нет никого здесь. Это факт, не жалоба. Квартира достанется государству или уйдет через суд к дочери, которая ее продаст, не приехав. Я не хочу этого. Вы живой человек. Вы здесь. Вы единственная, с кем я нормально разговаривал последние годы. Может быть, вообще за много лет». Пауза. «Это не оплата. Это мое решение». Лена долго молчала. «Я не могу принять это». «Почему?» «Потому что это неправильно». «По чьим правилам?» Лена не нашла ответа. «Подумайте», — сказал Клаус. «Я не тороплю». Лена думала 3 недели. Не о квартире, о нем. О том, что человек прожил 61 год, построил компанию, вырастил дочь, потерял брата, похоронил родителей и в конце оказался один в 3-комнатной квартире с видом на парк, где некому даже позвонить. Не потому, что судьба жестокая, а потому что Клаус сам так выстроил. Каждый раз выбирал работу вместо человека, результат вместо разговора, контроль вместо близости. И делал это осознанно. В этом была особенная горечь. Не слепота, а выбор. Клаус понимал, что делает, просто думал, что так правильно. Лена это понимала без осуждения. Она сама умела прятаться за работой. За кастрюлями, за сменами, за некогда клиенты. Только у нее была кулинария, соседи, Марта с аптеки, которая иногда заходила после закрытия просто поговорить. Однажды в середине декабря Лена пришла к нему сама. Позвонила в домофон. Клаус удивился. Она слышала это даже в том, как он сказал «да» в трубку. Квартира оказалась именно такой, как она представляла. Дорогая мебель, которой никто не пользуется, чисто, не уютно, а именно чисто, как в офисе. На кухне почти пусто. 1 кружка, 1 тарелка, вилка, ложка. На письменном столе стопки бумаг, папки, цветные стикеры. Рабочий стол человека, который умеет организовывать чужое пространство, но не умеет обжить свое. На подоконнике 1 горшок с маленьким суккулентом. Некрасивый, не декоративный, просто живой. «Давно у вас?» — спросила Лена, кивнув на него. «Что?» «Цветок». Клаус посмотрел на подоконник так, будто не замечал его раньше. «Лет 5. Сам вырос откуда-то из горшка с другим растением. То умерло, этот остался». «Живучий». «Да», — сказал Клаус. И в этом «да» было что-то, что она не стала расспрашивать. Лена поставила на стол сумку, принесла еду, как всегда. Клаус не возражал, но и не радовался вслух. Принял как факт. «Вы сказали Анне?» — спросила Лена, пока разогревала суп. «Нет». «Клаус, ей нужно знать». «Я уже объяснял». «Я слышала. Не убедили». Лена говорила спиной к нему, у плиты. «Вы всю жизнь решали за людей, что им знать, а что нет. За жену, что она потерпит, за дочь, что ей не нужен отец рядом, за себя, что просить нельзя, и вот результат». Она обернулась. Клаус смотрел на нее. «Это жестко», — сказал он. «Да. Вы всегда так разговариваете с людьми?» «Нет. С вами да, потому что вы слышите только так». Долгое молчание. Клаус отвернулся к окну. На улице был декабрь, серый, промозглый, без снега. «Анна меня не любит», — сказал он наконец. Не как жалобу, как факт, который давно признал, положил на полку и больше не трогал. «Я был плохим отцом. Мало приезжал. Когда приезжал, был занят собой. Когда она выходила замуж, опоздал на 4 часа. На свадьбу собственной дочери, Лена, на 4 часа. Из-за звонка с подрядчиком». Лена поставила перед ним тарелку. Села напротив. «И как она тогда?» Улыбалась, обняла, сказала «все нормально, пап». Он смотрел в суп. Это было хуже, чем если бы она накричала. Лена молчала. «Я научилась не ждать меня», — сказал Клаус. «Это я сделал с ней, сам, последовательно, год за годом». «Может быть», — сказала Лена. «Но вы здесь, сейчас, и можете позвонить. Это еще не поздно. Ей 34 года, у нее своя жизнь». «Клаус», — Лена смотрела прямо на него. «Когда вашего отца не стало, вы хотели бы успеть сказать ему что-нибудь или услышать?» Он поднял взгляд, молчал долго.
«Да», — сказал наконец. «Вот». Анна приехала через 10 дней. Лена не видела этого сама. Клаус рассказал потом, отрывками, как человек, который не привык рассказывать, но чувствует, что должен. Дочь прилетела из Ванкувера с 2 пересадками, добралась поздно вечером. Позвонила в дверь. Клаус открыл, и они стояли и смотрели друг на друга несколько секунд. Она сказала первое. «Ты мог бы сказать раньше». «Знаю». «Это нечестно, папа». «Знаю». Она вошла, не плакала, просто сжала зубы, прошла на кухню, поставила чайник. Как будто делать что-то руками было легче, чем стоять и смотреть на него. Они проговорили до 2 ночи. Не все сказали, не все, что копилось столько лет, можно сказать за одну ночь. Но что-то важное сдвинулось, какой-то узел, который был затянут очень давно, чуть ослаб. Не развязался, ослаб. Этого пока хватило. Анна пробыла 3 дня. Убрала квартиру, не потому что там было грязно, а потому что не знала, чем еще помочь. Купила продукты, записала его к местному врачу для контроля. Когда уезжала, Клаус вышел проводить в подъезд. Она обернулась у лифта. «Я приеду еще», — сказала она. «Хорошо». «Папа», — она помолчала. «Я рада, что ты позвонил». Клаус не ответил, но она, наверное, поняла по его лицу то, что он не умел говорить вслух. Лена спросила потом, как он. «Устал», — ответил Клаус и добавил после паузы. «Но лучше, чем было». В середине декабря, когда выпал первый снег, Клаус спросил: «Вы давно не выезжали за город?» Лена удивилась вопросу. «Наверное, летом, на реку с соседями». «Я хочу поехать к морю», — сказал Клаус. «Недалеко, 3 часа на машине. Там есть маленький городок. Я был там лет 20 назад по делам, запомнил почему-то». Лена смотрела на него. «Сейчас декабрь. Знаю. Море зимой — это ветер и пустые пляжи». «Я знаю, что такое море», — сказал Клаус с легким раздражением, которое у него еще иногда прорывалось по привычке. Лена чуть улыбнулась. «Когда?» «В эту субботу, если вы свободны». Лена могла сказать «кулинария», «Рита не справится одна», «дел много». Все это было правдой, но Лена посмотрела на него и сказала «свободно». Они выехали рано утром. Клаус вел сам, на этом он настоял, хотя Лена видела, что ему тяжело. Она не спорила, понимала, для него это было важно — сидеть за рулем, а не пассажиром. Машина у него была старая, немецкая, явно не первая. На торпеде ни одного лишнего предмета. В бардачке документы и маленькая аптечка с таблетками. Больше ничего. Ехали молча первый час. За окном проплывали поля в снегу, редкие сосны, маленькие деревни с закрытыми ставнями. Потом Лена сказала: «Расскажите про этот городок. Почему запомнили?» Клаус подумал. «Я тогда ехал на объект. Сломалась машина прямо на въезде в поселок. Ждал мастера 3 часа. От нечего делать пошел к морю». Пауза. Был октябрь, шторм, никого. Я стоял на берегу и думал, вот сейчас можно просто стоять и никуда не торопиться. Первый раз за несколько лет такое подумал. «И как?» «Позвонил через 20 минут на работу», — сказал Клаус сухо. «Мастер приехал, я уехал». Лена засмеялась. Неожиданно для себя. Он покосился на нее. И чуть-чуть, самую малость, тоже. Городок назывался Свеа. Маленький, рыбацкий, с деревянными домами и одной главной улицей. Зимой почти пустой. Несколько магазинов закрыты, кафе работало через раз. Они оставили машину у старого причала и пошли к воде. Декабрьское море было серым и тяжелым. Волны небольшие, но настойчивые, одна за другой, без паузы. Ветер не сильный, но пронизывающий. Пахло солью и водорослями. Клаус остановился у самой кромки воды. Стоял и смотрел. Лена встала рядом, подняла воротник. Они стояли минут 10 молча. 20 лет прошло», — сказал Клаус наконец. «А ничего не изменилось. Море не меняется». «Нет», — он помолчал. «Люди меняются, море нет. Это правильно». Лена смотрела на волны. «А вы о чем думаете сейчас?» — спросила она. «О том, что надо было приехать сюда тогда, не уезжать через 3 часа. Что бы изменилось?»
«Ничего, наверное», — сказал Клаус сухо. «Просто было бы». Они нашли открытое кафе. Маленькое, с запотевшими окнами и старой кофемашиной. Хозяин, пожилой мужчина с обветренным лицом, удивился гостям в такое время года, но ничего не спросил. Принес кофе и тарелку с булочками. Они сидели долго, почти 2 часа. Клаус рассказывал не о болезни, а о жизни. Лена слушала по-настоящему, не вставляя слова туда, где они не нужны. Клаус рассказал, как начинал. Первый кредит, первый объект, малоэтажный жилой дом на окраине города. Нанял бригаду, которая его почти обманула. Пришлось разобраться жестко. Научился за 1 раз. «Вы всегда были таким?» — спросила Лена. «Жестким?» «Нет», — Клаус взял кружку. «В молодости нет. Просто жизнь учит, что мягкость дорого стоит, обманывают, используют. Я несколько раз наступал на одно и то же и решил, все, хватит». «И что, помогло?» «В бизнесе — да». Пауза. «В остальном нет». «Элла, жена, она какая была?» Клаус помолчал. Посмотрел в окно на серое небо. «Живая», — сказал наконец. Она умела смеяться так, что хотелось смотреть. Готовила плохо, честно говоря, ужасно. Но накрывала на стол красиво. Всегда что-нибудь ставила, свечку или цветок. Он чуть усмехнулся. Я говорил, зачем, это не функционально. Она говорила, потому что приятно. Она была права. Знаю. Теперь знаю. Лена смотрела на него. «Почему разошлись? По-настоящему, почему?» Долгая пауза. «Я не умел быть дома», — сказал Клаус. «Не физически я бывал. Но я не умел выключаться. Приходил домой и все равно был там, в работе, голова там. Она разговаривала со мной, а я отвечал правильно, но не слышал. Несколько лет так». Клаус смотрел в стол. Потом она сказала: «Клаус, ты ешь мою жизнь не потому что плохой. Просто тебя нет рядом, даже когда ты сидишь напротив». Лена молчала. «Я предложил взять отпуск, съездить куда-нибудь». Она сказала: «Уже поздно». Клаус поднял взгляд и была права. Я это понял только когда она ушла. Классика. Они допили кофе. Хозяин принес еще по чашке, молча, без спроса. Наверное, понял, что люди никуда не торопятся. «А у вас как?» — спросил вдруг Клаус. «Вы всегда одна?» Лена не ожидала этого вопроса от него. Клаус никогда не спрашивал о ней. Говорил сам, отвечал на ее вопросы, но не спрашивал в ответ. «Последние 7 лет, да», — сказала она. «Муж?» «Ушел», — Лена сказала это спокойно, без горечи. Время сделало свое. «Его звали Тамаш. Мы прожили 11 лет. Хорошо жили, я так думала. Потом выяснилось, что он 2 года встречался с другой женщиной, коллегой с работы». Клаус смотрел на нее. «Как вы узнали?» Она сама позвонила. Лена взяла кружку. Я не знаю, зачем она это сделала. Может, хотела, чтобы я отпустила его. Может, просто хотела, чтобы я знала. Женщины иногда делают странные вещи. «Что вы сделали?» Собрала его вещи в 3 коробки. Он пришел вечером, коробки стояли у двери. Я сидела на кухне и пила чай. Он что-то говорил, я не слушала. Он ушел. И все? И все? Вы не кричали, не плакали? Плакала, сказала Лена. Потом, когда он ушел. 3 дня не выходила из дома. Потом встала, умылась и поехала продлевать аренду на кулинарию. Жизнь не останавливается от того, что тебе больно. Клаус молчал. «Сын тогда был подростком», — продолжила Лена. 15 лет. Сын знал, дети все знают. Не говорил ничего, просто стал помогать по дому. Молча мыл посуду, молча выносил мусор. Она улыбнулась. Ему было 15 лет, и он не знал, что делать, поэтому мыл посуду. Это было трогательно. Где он сейчас? В другом городе. Работает инженером, женился в прошлом году. Я была на свадьбе. Пауза. Приехала вовремя. Клаус посмотрел на нее. Понял, на что она намекает. Ничего не сказал, но понял. Вы скучаете по нему. Каждый день. Но это нормально. Дети уходят, это правильно. Плохо, когда не уходят. А по мужу? Лена подумала. Нет. Потому что было до, да. По тому ощущению, что есть кто-то рядом, что приходишь домой, а там человек. Это скучаю. По Томашу нет. Он оказался не тем, кем я думала. Горевать по выдуманному человеку — потеря времени. «Это мудро», — сказал Клаус. «Это опыт», — поправила Лена. «Мудрость, когда заранее понимаешь.
Я поняла задним числом. Они еще немного помолчали. Хозяин протирал стойку. За окном сеял мелкий дождь. Снег кончился, начался дождь. «Вам не одиноко?» — спросил Клаус. «Бывает», — сказала Лена. «Особенно по вечерам зимой. Когда закрываешь кулинарию, идешь домой, а там тихо. Кот есть, кот помогает». Лена улыбнулась. «Но бывает. Почему не нашли кого-нибудь?» Лена посмотрела на него. «А вы почему не нашли?» Клаус замолчал. «Вот именно», — сказала она. «Это не так просто, как кажется со стороны». На обратном пути Клаус спал. Прямо в машине, на пассажирском сиденье. Лена настояла, что поведет сама, он не стал спорить. Видимо, устал сильнее, чем показывал. Лена вела и иногда поглядывала на него. На его лицо, спокойное, без обычного напряжения. Во сне он выглядел старше. Или, может, просто настоящим. Лена думала, как мало иногда нужно человеку. 3 часа у моря, чашка кофе, кто-то рядом. Совсем немного, а получается так редко. Январь начался с оттепели. Снег растаял за 2 дня, брусчатка стала скользкой. Люди ходили осторожно, придерживаясь за стены. Клаус почти перестал выходить. Слишком скользко, слишком холодно, слишком далеко давалось каждое усилие. Лена стала приходить сама, через день, иногда каждый день. Ключ Клаус ей дал сам, без лишних слов, просто положил на стол однажды вечером. «Зачем?» — спросила она. «Чтобы не ждать у двери, если я плохо себя чувствую». Лена взяла. Приходила, готовила или разогревала принесенное, иногда просто сидела. Клаус дремал в кресле, она читала что-нибудь с его полки. Иногда Клаус просыпался, и они разговаривали. Ни о чем конкретном, обо всем подряд. О книгах, о том, как выглядел город 30 лет назад. О том, умеет ли она чинить кран. Выяснилось, что умеет. Клаус иногда говорил что-то неожиданное. Вскоре они ездили еще раз. Не к морю, просто за город. Клаус сказал, что хочет увидеть лес, настоящий, не парк. Лена нашла место, старый сосновый лес в 40 минутах езды. Она была там 1 раз, давно, с сыном. Они доехали, припарковались у обочины, прошли 200 метров по тропинке. Дальше Клаус не мог, ноги плохо слушались. Остановились на небольшой поляне. Сосны были высокие, прямые. Снег лежал между ними нетронутый, ни следов, ни птиц. Тишина была плотная, зимняя. Клаус стоял и смотрел вверх, на кроны, на серое небо между ними. «Мой отец любил лес», — сказал Клаус. «Мы ходили с ним за грибами каждую осень, пока я был маленьким. Потом я вырос, и мы перестали». «Почему?» «Стало некогда». Клаус опустил голову. «Вечный ответ, да?» «Вечный». Он умер в 74. Я был на каком-то объекте. Прилетел через 2 дня. Лена молчала. Мать была жива еще 8 лет после него. Я приезжал на Рождество, иногда на день рождения. Клаус говорил ровно, без интонации. Она говорила: «У тебя работа, я понимаю». Пауза. Она не понимала. Просто не хотела быть обузой. «Откуда вы знаете, что не понимала?» «Потому что я сам теперь понимаю, каково это ждать, когда приедут». Клаус стоял и смотрел на сосны. Она ждала каждый раз. Я это видел и все равно уезжал. Лена стояла рядом. Не говорила ничего, потому что здесь не нужны были слова. Здесь было достаточно просто стоять рядом. Они постояли минут 20. Потом Клаус сказал: «Холодно. Поедем». «Поедем». По дороге назад Клаус заснул снова. Лена вела и думала о том, что он сказал. О матери, которая ждала и говорила: «Я понимаю». О том, что сколько людей вот так ждут и говорят: «Я понимаю». И о том, что те, кого ждут, часто узнают об этом слишком поздно. В конце января Клаусу стало значительно хуже. Не резко, постепенно, день за днем. Клаус сам это понимал и не делал вид, что нет. Однажды утром Лена пришла и нашла его сидящим на полу в коридоре. Он упал, пытаясь дойти до ванной ночью. Не ушибся серьезно, просто не смог сразу встать. Лена помогла ему. Не спрашивала ничего, не делала больших глаз, просто подала руку и помогла. «Это унизительно», — сказал Клаус, когда они добрались до кресла. «Нет», — сказала Лена, — «это жизнь».
«Я всю жизнь сам. Я знаю, теперь не сам». Лена смотрела на него прямо. «Привыкайте». Клаус не ответил, но не стал спорить. Разговор о квартире вернулся сам. Поздний вечер, январь. Лена сидела в кресле с книгой, Клаус дремал. Потом открыл глаза и сказал, глядя в потолок: «Вы решили?» «По поводу?» «Квартиры». Лена закрыла книгу. «Да». «И?» «Приму». Пауза. «Но не потому, что заслужила, потому что вы этого хотите. И потому что вы правы, пусть здесь живут живые люди». Клаус кивнул, помолчал. «Анна знает, она согласна», — сказал Клаус. «Как она отреагировала?» «Сказала: папа, ты мог хотя бы предупредить, прежде чем раздавать квартиры незнакомым женщинам». Клаус произнес это без улыбки, но в голосе было что-то теплое. Потом выслушала, потом сказала: «Ладно». Лена смотрела на него. «Анна приедет?» «Да, в феврале». «Хорошо», — сказала Лена. «Да», — согласился Клаус. «Хорошо». Некоторые вещи не нужно украшать словами. Они оба это понимали. За окном был январь, темный и тихий. Анна приехала в первых числах февраля. Лена увидела ее в дверях квартиры, когда пришла утром. Очень похожа на отца, теми же складками у рта, тем же прямым взглядом. «Вы Лена?» — спросила она. «Да». «Анна». Она пожала руку. Крепко, деловито. «Заходите». Она была сдержанной. Не холодной, именно сдержанной, как человек, который контролирует себя, потому что иначе нельзя. Лена понимала это. За чаем на кухне, пока Клаус спал, Анна спросила прямо: «Вы понимаете, что он вам оставляет квартиру?» «Понимаю». «И?» «И я сказала, приму, если Клаус этого хочет». Анна смотрела на нее. «Почему вы вообще с ним возились?» — спросила она. «Не грубо, искренне. Он не из тех людей, с которыми легко». Лена подумала. «Потому что Клаус приходил каждый день за борщом и однажды попросил поговорить. Вот и все». Анна смотрела на нее долго. Потом сказала тихо, уже не Лене, скорее себе: «Я злилась на него очень долго, наверное, с подросткового возраста. Он всегда был где-то там, а не здесь. Всегда что-то важнее». Пауза. «А теперь он здесь. И это вот так». Лена ничего не сказала. Иногда молчание — это и есть ответ. Следующие дни у Клауса шли тяжело. Силы уходили неровно. Иногда утром Клаус был почти как раньше, разговаривал, мог пройтись по квартире, смотрел что-то в ноутбуке. К вечеру мог быть уже совсем плох. Слабость, боль, которую таблетки снимали не полностью. Паллиативная помощь. Приходила медсестра 3 раза в неделю, спокойная женщина лет 45, Мария. Делала свое дело без лишних разговоров, с достоинством. Клаус ее уважал. Лена видела это потому, как он с ней разговаривал. Вежливо, почти мягко. «Вы с ней иначе говорите, чем с другими», — сказала Лена однажды. «Она профессионал, умеет то, что умеет, и не делает вид, что умеет больше». Клаус помолчал. «Я уважаю таких людей». «Вы со мной теперь иначе говорите?» Клаус посмотрел на нее. «Да», — просто сказал. «Иначе». Как-то вечером, когда Анна ушла в аптеку, Клаус позвал ее в кабинет. На столе лежала папка. «Здесь документы на квартиру», — сказал Клаус. «Все оформлено. Нотариус, его контакт внутри. После просто позвоните». Лена взяла папку, положила на колени. «Клаус», — Лена смотрела на него, — «я хочу сказать вам кое-что. Можно?» «Говорите». «Вы думаете, что оставили мало, что жизнь прошла как-то не так, что надо было иначе?» Лена говорила медленно, подбирая слова. «Я не знаю, правда это или нет. Я знаю вас несколько месяцев. Но я видела, как вы позвонили Анне, как она приехала, как вы сидите вечерами и разговариваете с ней. Иногда она рассказывает мне». Пауза. «Это тоже что-то. Это не ничто». Клаус молчал. «Вы меняетесь», — сказала Лена. «Я вижу. Это поздно, я понимаю. Но это происходит. Значит, умеете?» «Слишком поздно умею»,
— сказал Клаус. «Может быть», — Лена не стала спорить, — «но все равно». «Я всю жизнь думал, что результат — это то, что можно потрогать», — сказал Клаус наконец. «Построенное здание, деньги на счете, подписанный контракт, пауза». Оказывается, нет. Что оказывается? Результат — это когда человек пришел и сидит рядом. Клаус поднял взгляд. Вот вы, Анна, это и есть. Лена ничего не ответила, потому что не нужно было. За неделю до конца Клаус попросил Лену прийти утром. Она пришла в 8. Анна была на кухне, тихо, чтобы не беспокоить. Клаус сидел в кресле у окна. «Сядьте», — сказал Клаус. «Я не умею благодарить», — сказал он. «Вы знаете». «Знаю. Но я рад, что вы были». Клаус произнес это через усилие, но произнес. Это важно было, вот эти месяцы. Разговоры, море, лес, пауза. Борщ. Лена засмеялась. Тихо, коротко. Он тоже. Чуть. Самую малость. «Идите», — сказал Клаус. «Вам кулинарию открывать». «Рита откроет». «Все равно идите», — Клаус закрыл глаза. «Приходите вечером». «Приду». Но вечером его уже не было. Похороны были через 3 дня. Людей пришло мало. Несколько бывших коллег, немолодые, в хороших пальто, с правильными лицами. Анна, ее муж, прилетел. На следующий день после похорон Лена вернулась к работе. Первые дни Лена работала механически. Руки делали свое, голова была где-то еще. Она ловила себя на том, что смотрит на крайний стол у окна, тот, за которым Клаус сидел, что иногда ждят, что дверь откроется. Дверь открывалась. Входили другие люди. Квартиру Лена приняла через месяц. В квартиру она вошла впервые как хозяйка в марте, в самом начале, когда снег еще лежал, но воздух уже был другим. Открыла дверь своим ключом, прошла по комнатам, все как Клаус оставил. Мебель, книги, стопки бумаг, которые Анна убрала в коробки. Жизнь шла. Лена стояла и думала о нем. Не с тоской, со странным тихим чувством, которое трудно назвать. Это история о том, что иногда 2 одиноких человека встречаются в нужный момент. Не по судьбе, не по знаку свыше. Просто он зашел за борщом, она налила. И этого оказалось достаточно. Напишите в комментариях, есть человек, которому вы давно не звонили. Не потому что поссорились, просто не позвонили. Позвоните сегодня, не завтра. Подписывайтесь. Здесь истории о настоящей жизни, без прикрас.